Дикая сексуалка снова в эфире. Здравствуйте. Сегодня в кадре у нас будет целых две сексуалки, так как сегодня у меня на симкасте замечательная, великолепная, невероятная Obscurus. Но вы, наверное, спросите, а шо мы вообще тогда твоего хлебала видим здесь? Так вот, у меня тут такое небольшое примечание, дисклеймер. Дело в том, что с этим симкастом у меня с речью, блядь, проблемы возникли. У меня еще медовуха не выветрилась, извините. Дело в том, что с этим симкастом возникли некоторые проблемы. Первый раз, когда мы записывали этот симкаст, во-первых, я записывала не Discord, а соседний монитор, поэтому записи видео у меня, собственно, нету. Поэтому первые 30 минут подкаста вы будете смотреть без наших лиц, только звук. Я, не знаю, поставлю какую-нибудь красивую картиночку, Симсы, типа того. Собственно, почему 30 минут? Потому что остальная часть у меня просто не записалась из-за некоторых технических неполадок. Поэтому мы перезаписали вторую часть подкаста. К сожалению, на многие вопросы, которые были в первой части, вы ответ уже никогда не услышите. Но основная часть, основная информация в вот этих первых 30 минутах, она присутствует, так что не переживайте, базу вы услышите. Во второй части симкаста мы решили просто поболтать, поговорить о том, о сём, о сообществе, о каких-то отвлеченных темах, так как отвечать на те же самые вопросы второй раз будет странно. В общем, да, говно случается. Я себя за это уже простила, так что и вы меня простите, пожалуйста. Также я хочу напомнить, что в комментариях вы можете задавать вопросы, которые хотели бы, чтобы я разобрала на следующих симкастах. Также напомню, что в описании под видео будут ссылочки на Obscurus, будут ссылочки на меня, на мой Telegram, Instagram, Pinterest, ну и так далее по списочку. В целом все сказала, душнить не буду, так что приятного вам просмотра, приятного вам прослушивания. Встретимся во второй части видео. Так, первый вопрос, с чего все началось? Твой путь. Это вообще, да, частый вопрос. Мне кажется, я несколько раз уже отвечала на протяжении всех этих лет. Я фотограф, я художник. Фотограф я в прошлом. Когда я снимала, у меня что-то случилось с фотоаппаратом, вот, и я его отдала в починку. Его все никак не хотели возвращать. И тогда как раз был 14-й год, выходил Sims, я его себе скачала, и, о боже мой, это же я могу снимать идеальных для себя моделей. Мне не нужно искать девочку, которая мне нравится. Да, снимал я, естественно, девочек тоже. Вот. Я могу просто сделать себе симку и устроить ей фотосессию. Я всегда именно этим занималась в Sims. Вот. Ну и все. Не, ну, как бы это то, что меня привело в Sims. А потом у меня начали возникать вопросы. Почему вы делаете скины, где у вас ноздри растянуты по лицу? Я просто этого не понимала. Я решила сделать для себя какие-то допы, потому что мне было некрасиво. Ну и как бы, что я буду на других людей гнать? Я просто возьму и сделаю сама, как мне нравится, как я хочу. И с дуру я, кстати, у меня был такой прикольный путь. Я сначала сделала линзы по тутору, естественно. Линзы для симсика, это классика. Вот, а после этого я пошла конвертировать волосы из Sims 3. И я это сделала. И я не помню, как я это сделала. Все как в тумане. Вот. Но у меня есть такое в моем резюме. Ну, с тех пор я создаю буквально каждый день. Уже много лет. Прям много лет. А ты сразу начала выкладывать сисишки там на Патреоне, или ты только потом? Нет, вот, кстати, это главная, наверное, вещь. Я это делала бесплатно очень долго. Ну, окей, не очень прям долго, 2 года, да? Но это достаточно длительный срок. Я начала выкладывать на Patreon допы просто потому, что все побежали, и я побежал. И для меня это, естественно, не было тем, что вот я сейчас там как подниму бабла. Нет, я это воспринимала
как какой-то подарок. То есть у Мгм. меня эти деньги могут быть, может у меня их не быть. Вот. И, ну, потихонечку начал Patreon развиваться. Мгм. А вот, кстати, тоже в тему тогда перескочим на вопрос. А, Тяжело ли финансово оценивать свою работу, свой труд? То Сначала есть... было очень тяжело, Мгм. потому что сначала у меня был синдром самозванца, мол, как это так? Я делаю то, что я люблю, ну, свое хобби, свое любимое дело, одно из, Мгм. вот, и мне еще за это платят. И я чувствовала, как будто я обкрадываю людей. И это чувство прошло в тот самый момент, когда я поняла, что это время моей жизни. Я трачу свои часы. Я Мгм. сижу, и вот моя жизнь проходит так. И это неплохо. Но я тратила на это уже достаточно много, чтобы я могла позволить себе не чувствовать вину, что я беру за это деньги. Вот. Мгм. Но вообще, кстати, очень часто же, когда ты решаешь, что ты будешь продавать свой труд, это касается не только там Sims, вообще в целом, когда ты предоставляешь какие-то услуги, очень трудно именно вот поставить вот эту вот первую цену, потому что ты такой, блин, ну, наверное, 100 рублей будет слишком много, на 50 слишком мало, и ты начинаешь смотреть на других людей, а на других людей смотреть тоже, там, знаешь, кто-то ставит за сумку 15 евро, кто-то там, типа, О, $1. Вот. я такого не видела. Ну, у нас тогда все было очень просто. Авторов на "Патреоне" было мало, и я поставила так же, как все вставили, $5. У всех М. было $5. Вот. Тогда еще не было никаких конфликтов, никаких срачей на тему раннего доступа, и у всех была одна и та же цена в целом. Ну и время тоже. Месяц, 2, по-моему, было. А, и был, точнее, один автор, я не помню его ник, он китаец, тоже делал скины. Его ник назывался "На 1000", и что-то там было дальше, в общем. Мгм. Вряд ли его уже кто-то помнит. Вот, и у него по полгода, по год мог контент не открываться. Такого вообще очень много было. И у всех было Ого. $5, у него в том числе. А у него и щас допы закрыты, кстати. Он просто ушел из Sims, но у него закрыты допы. Ну, я просто натыкалась на одного автора, я не знаю, честно, ник. Я вообще мало ников запоминаю. Вот. Да-да. Но я просто помню, что я зашла к ней, и у нее, ну или к нему, и у автора были вот сумки, типа Мгм. брендовые сумки, только в Sims. Вот. И этот пост стоил 15 евро, и я такая, чего? Я... Скорее всего, авторы Second Life. А, 100%. наверное, возможно, да, кстати. Они этим грешат, но вообще у нас в Sims я не видела такого. Ну, может, я просто мало по аксессуарам хожу. Я в основном только белье, ну, что мне нужно для превью, и всякие волосики. Блин, ну Ой, 15 евро это сильно, конечно. Это сильно. Ой, ну, за так. один доп, учитывая, что это подписка на месяц, да, это сильно. Ну это, Я блин. просто, я не так уж много контента делаю, чтобы я могла 15 евро за это платить. Если бы я каждый день выдавала по единице контента, тогда, не знаю, возможно. Хотя нет, это было бы уже дешево слишком для такого. За 15 евро, а 15 евро на русский это сейчас что? Ну, 1500, наверное, Ну, полторы примерно. тысячи. Ну, в целом, да, норм. Если ты выдаешь много контента, то почему Мгм. нет? А так просто за одну сумку 1500, ну это, не знаю, мне кажется, это перебор. Но, опять же, За одну вкусовщина. сумку. То есть ее еще и продавали, это не была подписка? Не-не, это был прям пост. Ты открываешь пост за А, 15 евро. То есть там каждый пост стоил 15 евро. Это я прям запомнила. а. Ну что, Не, ну сумок смотри, мало, это но... имеет место быть. Это имеет место быть, но не в Sims. Потому что на самом деле очень много площадок, которые создают 3D-контент и на которых он продается. Мгм. То есть просто там Game Ready моделька какая-нибудь. Но там она 100% еще и не Game Ready. Я знаю, что у них с топологией происходит, что у них с количеством полигонов. То есть как они в Marvelous сделали, так они в игру и загрузили. Никто у нас не знает про ретопологию. Вот. И там может и дороже стоить. Но в Sims-то это запрещено вроде как по закону. Мы такого делать не можем.
что этот Electronic Arts сказали, что, типа, вы не можете выставлять платный контент. Ну, только ранний доступ. Да, а платный контент нельзя. Но это не совсем по закону, это скорее вот как бы разрешение Electronic Arts, я так поняла, что ну, они нам сказали, мы их слушаем. Ну да, в целом, но кто-то не слушает, как бы и вроде бы ничего не делают. Слушает. Нет, они ничего не делают, тоже есть прекрасное этому объяснение. Electronic Arts выгодно, наше комьюнити, им выгодно, что люди и зарабатывают на этом, в том числе, потому что это обозначает вот огромный поток контента, который привлекает новых людей, и они тоже подсаживаются и постоянно играют. То есть некоторых людей новый контент вдохновляет на игру. Ну вот меня, например, точно. Я раньше постоянно каждый день качала контент, и я заходила в игру, чтобы потестить, чтобы сделать какой-нибудь скринчик именно вот с новыми допами. Это как в магазин сходить. Да. Мне очень нравится. Это как, знаешь, ты прикупил новую вещичку и идешь, типа, гулять специально, чтобы выгулить эту вещь. Вот, ну, у меня, по крайней мере, так. И у меня то же самое. Это вот я сейчас топик надела, это новый, если что, чтобы все знали. Красивый. Спасибо. Так, следующий вопрос. Ну, это такое, на твой вкус и цвет. Кем работаешь в реальной жизни? Как я уже говорила, я 2D-художник. Я по профессии, по образованию 2D-художник. И периодически я перескакиваю с своей основной работы в Sims. Ну, в зависимости от того, как у меня силы появляются. Вот. Если у меня сил поменьше, то я занимаюсь Sims. Если сил побольше, то я занимаюсь профессиональной деятельностью. Ну я скидывала работы, вот. Да, мне я очень так себе художник. Не знаю, мне очень Спасибо, понравилось. но... Особенно вторая работа. У меня достаточный уровень для того, чтобы работать джуном, вот, но, что естественно, да. Это младший сотрудник, младший художник в компании. Ну, джуниор. Вот, но до мидла я не дотягиваю очень сильно. Ну, я мало развиваюсь в этом направлении, потому что сейчас нет времени, и я сейчас больше смотрю на 3D. Ты 3D больше увлеклась? Да, сейчас у меня есть новая работа, и я там художник по текстурам числюсь. Вот. Блин, я очень захотела хуманизировать, ну как хуманизировать, создать в Sims персонажа по твоему второму арту, потому что мне так понравилось. Господи, кто это? Что это? Это женщина. Это женщина? Я подумала, это мужчина. Да, это стрёмная женщина, но она была задумана страшной. Вот у нее там история, она с курсов у меня. Вот. Это какая-то ведьма с болот, которые загрязнены мазутом. Вот. Кстати... Смерть, мрачняк, я все это люблю. Блин, мне тоже очень нравится, мне очень нравится такое. Вот именно я вообще рисовать не умею и не люблю, если честно. Ну, типа... Осуждаю. Вот. Но, блин, в плане другие арты, смотреть на работу людей, которые умеют рисовать, господи, обожаю вообще. Обожаю вот особенно погружаться, читать, что они там придумывают, какие истории там и так далее. Вот, это... У меня наоборот. Для меня рисование и творчество в любом виде — это вся моя жизнь. То есть на самом деле зрители часто видят в работах того, чего нет, потому что нас распирает, нам просто хочется рисовать. Там нет идеи, очень часто нет. Вот, это просто красивое ради красивого. Образ тоже. Головы? Да, это связано отчасти вот с темой контента. Стоит идти создавать контент, если ты не можешь его не создавать. Ну вот знаешь, когда я выпускаю новый сет, у меня день отдыха обычно после этого. И этот день я провожу обычно, делая допы для себя. Да. Блин, Ну, часто из этих допов потом что-то вырастает.
Но как будто бы именно если ты CC-креатор, во-первых, я не видела пока что CC-креатора, который не любил бы рисовать. В основном все Да? художники. Вот, А я не знаю, наоборот, таких. Да? Ну, да, я лично никого таких не знаю. Блин, ну... Ну, из русских, по крайней мере. Хельга Тиша, если я правильно прочитала ее ник. Вроде бы она тоже рисует. Она учится на художницу, насколько я знаю. Ну, прям не знаю, чтобы она скидывала там арты постоянно. Ну да, она учится в художке. Ну, не знаю, я просто посмотрела, как создают CC-контент, и как будто бы все равно нужно уметь рисовать. Все равно какие-то навыки Ну, иметь. это плюс. Не обязательно вообще, но это будет очень хороший плюс. Особенно если ты делаешь генетику. Вот. Мебель-то понятно. Вот. Но если генетика, тебе все равно плюс-минус нужно понимать человеческую анатомию. Хотя людей это не останавливает. Мы можем просто взять, просто прийти и сделать, и выставить, и сказать 15 евро, пожалуйста. И кто-то купит. Ну да, на каждый, Да, на это каждый так и товар свой работает. покупатель. Ты, кстати, вот Конечно. скинула фотографии своих старых работ. У тебя есть какие-то комментарии иногда насчет? Да. Смотри, первые 2 картинки — это мои просто скрины. Я просто вот то, что я рассказывала, я заходила, у меня был новый контент в папочке, я создавала персонажа, делала скрины. А дальше это мой первый скин-бленд, оверлей. Потом после этого это моя вторая маска на нос. Я ее делала... это какой год? 16-й. Это 16-й год. Я ее делала с Эзра Миллера. Вот. Ну, потому что меня Obscurus зовут не просто так. Я фанатела, короче, по фантастическим тварям. И в частности, мне очень нравился Эзра Миллер. Ну, кто же знал, что он станет таким, как Сумасшедшим. Да, у него кукуха там подтекла нормально. Ну да, я смотрела про него. Вот. Ну, что уж тут поделаешь. Ну, как есть. Но он так-то красивый мужчина. Чё? Да, у него такое необычное лицо, а мне в молодости, извиняюсь, это ж давно прям было. А чё, сейчас 24-й, 16-й год. Так вот, в молодости мне нравились такие, не такие тонкие, звонкие мальчики. Это Куся? Непонятые, да, с тонкими чертами лица, вот чтобы носик был вот этот интересный, такие все. Вот, ну, так было, так у всех, я думаю. Сэтбойчики. Конечно, вот, Да, да, было. именно оно. Было. Вот, чтобы сделать маску, я зашла в Cinema 4D, и там я строила, ну, там видны линии построения, вот, на этом носу. Ну, я как рисовала, так и маску эту пыталась сделать. Но учитывая то, что я рисовала ее на базовой голове из студии, получалось вообще не очень. Я не могла понять, почему так, почему рисую ровно, получается, в игру захожу, криво получается. Ну, что-то я там в итоге родила, и хорошо. Вот, а следующий скрин, последний, это мой самый первый скин, Альфа. Это то, с чего я начинала. Я рисовала его полностью с нуля. Ну, то есть я просто залила Сима, текстуру, вот, и там уже потом что-то подрисовывала. Скин получился ужаснейший. Я ненавижу его всей душой. Вот. Но зато, когда я смотрю на эти работы, я думаю о том, что я далеко зашла. Очень далеко. Ну, это правда, да. Вот, да. Ну, хотя масочка И не даже... такая вроде. Нет. Нет. Я не... Ну, я объективно понимаю, что допы у меня были хуже. Сейчас у меня навык лучше. И даже вот скины я сейчас очень редко выпускаю, на них очень много времени уходит. И скины, которые я делала 2 года назад, год назад, они хуже, чем то, что я делаю сейчас по качеству. Ну, я думаю, что это нормально. Альфа-скины делаются сложнее, чем Axis Match? Нет, абсолютно так же. Абсолютно так же?
Я почему-то думала, что из-за того, что Конечно. типа альфа это больше в реализм, больше прорисовки, и из-за этого сложнее. А это частое заблуждение, которое есть в целом у всех людей, кто мало знаком с творчеством. Всем же нравятся очень сильно реалистичные картины. Очень часто, что вот чем реалистичнее, тем круче. Вот что вот каждая ресничка прорисована, но на самом-то деле важны общие формы. А в начале всем важны поры. Ну, это видно и по моим старым скринам. Больше пор налепить текстуры. Я вот не люблю поры. Не знаю, у меня трипофобия. А была мода такая, мне кажется, с Sims 3 еще. Там же все было такое, все прям в дырочку было. Я маленькая была, когда все играли в Sims 3. Ну как, у меня не было компьютера, потом я Да, выросла. мой комп тоже не тянул Sims 3. Я как-то с 2 сразу на 4 перескочила. Но у меня как-то получалось, что я там что-то в 3 поиграла, и только потом на 4 поскочила. Ну, то есть я даже в 2 не играла, в 3 пару раз. То есть я, в принципе, не шарю ни за 3, ни за 2, что там происходило. Но я помню, что когда Sims 4 только вышел, почему-то все начали выпускать пользовательский контент с этими, с крыльями, ты помнишь? Или я одна это помню? А эти крылья сейчас с нами в одной комнате? Нет, я не помню. Не помнишь? Я почему-то помню, Крылышки что... типа феи или что? Не-не, крылья типа вот эти ангельские, большие, черные и белые. Да, я помню, было дело. Мне кажется, это конвертации просто из стройки были. Sims Club это делали. У них очень много было крыльев. Ну возможно. Они просто шарили за Fairy Core до того, как это стало модно. Так что у нас есть теперь куча крыльев, девочки. Fairy. Блин, ну я помню, что... Я что-то помню, я как не зайду кому-то посмотреть, кто как играет, или там к подружке зайду к ее сохранение, и почему-то все в крыльях в этих. Я думаю, господи, что это? Ну, меня тогда сэдбой интересовали, поэтому крыльев у меня не было. Не, ну хотя у меня, по-моему, тоже были персы, ангелы и демоны. Это обязательно была пара. Возможно, они были не супер разного пола. Клуб романтики Такое нашего можно времени. говорить. Да. Вот. У меня это еще были священники католические. Это прям я любила такое. Да. Блин. Кстати, можем сразу перейти тогда в тему, которую ты предложила. Да, это вот та самая тема. Цензура в CC-контенте. Есть две крайности у меня в моих интересах визуальных, эстетических. Это полная чернуха и, ну, милота и просто модные девушки. Не знаю, как это назвать. Модные просто девушки. Реально красивые девушки, да. Вот. И я сначала делала мрачняк, но потом меня обвинили в романтизации насилия. Вот, мне такое прилетало. Потом еще одной знакомой креаторши за порезы прилетало. Хотя это были не ей. Не те порезы, о которых мы думаем. Вот, просто порезы, царапки разные. И очень сложно, если ты популярный креатор, делать что-то, что будет сильно необычное. Какое-то противоречивое. То есть я, например, даже боюсь сейчас какие-то кресты вставлять, и вот эти вот все католические священники. Я не могу себе просто сейчас этого позволить. Мало ли, чувства верующих будут оскорблены. Блин, ну это такая, конечно, тема. Как бы... Ну, а что поделать? У нас в России отменяют за одно, в других странах за другое. Ты всегда кого-то оскорбляешь. Да, я вот скорее про это, что ты можешь оскорбить кого-то даже просто своим существованием. То есть... Это я в этом профи, если что. Просто на тебя кто-то посмотрит и скажет: а что ты такая, а не такая? Ты романтизируешь, я не знаю, красивые лица, нужно быть бодипозитив, там, я не знаю, ну что-то вот в этом духе. То есть там... Да, мне никто не верит, что я бодипозитив, кстати. Да? Да. Я еще и феминист. Ну, это я поддерживаю.
В целом я не Да, осуждаю, наоборот, даже. 0% конечно. осуждения, 100% понимания. Вот. Ну, короче, я не знаю, мне кажется, что это такая тема, что, типа, если ты не делаешь какой-то совсем трешак аморальный, то есть, ну, знаешь, когда там Мгм. уже в какой-то уже бред уходит, особенно если вот, ну, я люблю следить за династиями, там, и вообще в целом читать люблю, смотреть сериалы люблю, Мгм. вот, мне нравится что-то необычное, когда это граничит с трешняком, вот, но когда это совсем в какую-то моральность уходит, ты уже такой, типа, ну, интересно, конечно, вот, но это уже ненормально. И, Я люблю аморальность всякую разную. блин, ну, не знаю, вот, например, мне нравится, когда затрагивают какие-то темы, которые достаточно насущные в жизни. Вот, например, зависимость, алкогольная Ой, зависимость, изнасилование, ой. там, я не знаю, насилие над женщинами, отношения девочки там 16-15 лет и мужчины 27 там и Ай, старше. ай, ой. Мужчина 27, мне 29. За что? А что ты так со мной? Короче, мне нравится, когда такие темы затрагивают, именно вот, особенно в династиях, когда это все транслируют через игру, потому что, ну, это такое, это насущное, и это интересно с точки зрения вот именно, наверное, психологического разбора, с Конечно. точки зрения каких-то нравственных ценностей и так далее. Вот, но когда начинается прям совсем трэш какой-то, вот какой-то бред безумного, это уже не знаю. Например. Блин, ну... если я скажу, то, возможно, человек посмотрит и А, сразу поймет. Я поэтому не а ты хочу. можешь не про Sims. Я вообще не об этом подумала. Давай я Например, скажу, но сериал. я вырежу этот момент. What? Да, я такое осуждаю, но проблема в том, что у нас все очень... Короче, людей легко обидеть. Они в этом не виноваты. Ну, могло с ними что-то произойти. Мгм. Вот. Но, с И другой задеть стороны, это можно их действительно проблемы. чему... Да, это их проблемы, но я стараюсь все равно не касаться спорных тем, потому что с меня не убудет. Честно, мне нравится делать красивых девочек. Мне нравится косметика, ноготочки. ам, У меня весь Пинтерест в красивых девочках. Кстати, заходите на мой Пинтерест. Вот, ну, правда, чтобы посмотреть, что я люблю, достаточно туда зайти, и все станет понятно. Поэтому, ну, я вывожу этим. Мгм. С другой стороны, да, вот осталось то, что я скринила, когда я не делала контент. Скучаю иногда, конечно, но не очень. Все-таки интереснее что-то создавать. Вот. А плюс мне нравятся более глубокие, более серьезные истории. Я как раз люблю трешака навернуть не в том плане, что я за романтизацию чего-либо. Мне наоборот нравятся очень откровенные, кричащие истории, которые отображают нашу действительность такой, какая Мгм. она есть. А, На нее закрывают глаза зачастую. Вот, мне нравятся такие истории. Их редко можно увидеть в Sims комьюнити, естественно. Их мало. Ну Ну, да. я просто такого не вижу. Для меня нет контента, наверное, такого. Я люблю вот в игры играть. Но я знаю только Хорроры. я знаю Симершу, Муникранг. Она делает династию, и у нее династия такая достаточно тленная. Вот прям весь тлен жизни показала. Прям грустно. Просто это немножко не мое, наверное. Формат Ну, династии? я беру... Да, вообще в Sims. В смысле геймплей. Мгм. Мне же нравится рисование, мне Тебе с точки нравится зрения эстетической чисто заходит, да? 3D. Да, мне нравится, что это как будто 3D-редактор для тех, кто не умеет в 3D. Мгм. Понимаешь? Да, да. Это очень низкий порог входа туда, и люди могут самовыражаться, как они хотят. Вот, это Мгм. очень классно, мне кажется, потому что не все хотят учиться рисовать в 8 лет, не все хотят изучать блендер. Люди хотят просто прийти после работы, расслабиться и сделать что-нибудь прикольненькое. Мгм. Вот. Да? А вдохновение мое на ArtStation Кто? всегда. ArtStation. Это ArtStation? сайт,
Да, сайт для диджитал творцов, 3D-шников, 2D-шников. Традишка там тоже есть. Ой, это как раньше был сайт. Ой, как же он называется? Ну-ка, не сравнивай с DeviantArt, пожалуйста. Я что-то, да, я что-то про него вспомнила. Не, там фетишизация и лютая дичь. И там Я заходила туда вот лет 9-10, может, даже, ну, да, скорее всего, больше, лет 15, может, назад. Вот, но я плохо помню, что там. Ой, ну, кстати, прикольно, прикольно. Конечно, там прикольно. Вот мы играем в игры, мы смотрим сериалы, мы смотрим фильмы, и те, кто работают над графикой в этом всем, они там и сидят, поэтому там прикольно. Блин, ну я, кстати, пыталась залететь в 3D. Ну, мне просто... Да, и как оно? Хотелось что-нибудь там поделать, может быть, там как-то связать свою жизнь с этим. Вот, но, наверное, не мое. Я сделала какой-то ссаный гриб, типа, с мордой. Ой, я тоже делала гриб. Не, у меня был мини-курс. Который на Ютубе был? Не, я платный брала. Ну я на Ютубе нашла. Мужчина делал этот гриб, я думаю, ну, сделаю гриб. Вот, и как-то, короче, ну, вроде норм получилось, но как-то мне не было особого восторга от этого. Вот, все-таки я думаю, что может быть, всё, потому что ты гриб делала? Возможно. Я потом пыталась домик сделать. Знаешь, вот эти вот милые домики мультяшные? Казуальные домики для мобилок. Да, да, я пыталась тоже, мне как-то что-то не особо зашло, а идти в какой-то реализм, там, людей создавать и так далее, мне кажется, там такой ужас получится, потому что, опять же, рисовать я вообще не могу, ну, не умею просто. Тут надо знать анатомию, чтобы вот в 3D делать людей, надо знать анатомию уже. Да, тут без этого никак. Ну, я, может, что-нибудь создам до Sims когда-нибудь, возможно. Делай, конечно. Блин, это вообще дело хорошее, интересное. Сейчас уже тем более столько информации. Когда я начинала, было 2,5 тутора на английском языке. Вот. Сейчас просто заходи, читай. Только очень много читать придется. Опять же, небольшой дисклеймер. Вопросы нам эти задала в Телеграме великолепная, прекрасная Алена Овсянчика. Просто люблю тебя. Ну, мояшка. Так, но я что-то сначала хотела обсудить тему с этими династиями. У меня отдельно жопа горит, хочу поделиться. Давай. Я вообще не представляю, что это такое серьезно. Прям совсем. Короче, все чаще стала появляться династия везде. В Телеграме, в ВК, там, на Ютубе. Я очень часто стала ее видеть. И еще чаще стали появляться видео, знаешь, типа... как красиво играть, как вести династию, там, что нужно делать, чтобы не забросить династию, идеи для сюжета династии, ну и так далее. Вот, и появились видео, которые вызывают просто отдельный огонь в моем очке. Это видео, где рассказывают, как правильно играть в династию. В смысле, блядь, как правильно? Я захожу, смотрю. И там прям реально, вот прям вот прямой цитатой говорят, что вот вы, если так играете, это неправильно, так не надо. Надо вот так, а еще нужно делать вот так. И я думаю, блядь, вы что доебались? Ну, типа, каждый дрочит, как он хочет, почему я должна смотреть, как мне правильно играть в династию? И вообще, в целом, все чаще, знаешь, мне кажется, вот с приходом вот этим вот... там позитивный позитив, мотивационная мотивация, продуктивный продуктив. И сейчас везде, повсюду говорят, что как делать, как мне играть, как мне жить, как мне дышать, как мне одеваться и так далее. Вот. И мне кажется, что людям нужно отъебаться от других людей. Мне кажется, что перебор с этим, короче. Да, просто ограничить свой информационный поток до полезных для тебя вещей, и все. Я так справляюсь с этой проблемой. Но я постоянно тоже вижу в предложках новости по Sims, но для меня они, если честно, вот династии в том числе, сливаются просто в одну большую династию, чью-то там. Ну, это просто одно и то же, одно и то же, одно и то же. Практически всегда, да, одно и то же. Но
еще тут из-за того, что появились вот эти видео, знаешь, там, как правильно вести и так далее, сейчас вообще династии стали как под копирку, потому что все делают все в одном стиле, пользуются одним пресетом, пользуются там одними шаблонами там и так далее. Вот. Я иногда даже замечаю, что персонажи супер похожи у двух разных людей. То есть это же вообще-то такая индивидуальность, когда ты делаешь персонажа, они у тебя вот конкретно в твоем стиле получаются, а тут даже стиль стал похож персонажа. Я думаю, блядь, куда мы катимся, ребята? Мы теряем свою индивидуальность. Вот. Ну, это может быть потому, что авторов доп-контента не так много, по крайней Нет, мере, просто, для Steam. знаешь... Или они действительно делают... Да, одинаковые черты лица даже. То есть все равно как бы ты можешь пользоваться одним и тем же контентом, но у всех персонажей будет выглядеть по-разному, потому что, ну, это все индивидуально. Ты типа сам создаешь этого персонажа. Да, вот. А здесь даже, ну, они просто одинаковые. Я как будто наткнулась на две династии у одного же автора. Но типа нет, это разные люди. И сейчас очень часто я такое замечаю, что реально вот все друг друга копируют, даже не только в Симсе, знаешь, типа вот мы как будто инкубаторские. Нас как будто Может, пытаются... они просто не знают, как играть? Возможно, поэтому они смотрят видео, как играть династию, Ну да, правильно. Вот, но я не знаю, конечно, тут еще можно придраться к моим же словам, да, каждый дрочь как хочет, и каждый выпускает видео на своем канале, какие он хочет, да, то есть он может в целом и крупным планом жопу заснять, никто ему ничего не скажет, ну, только YouTube. Вот. Я бы так делала. Я так и делаю. Ну да, в целом, то есть ты как бы можешь снимать, что ты хочешь, что твой канал как бы, ну, не приебаться. Но с другой стороны, ты же выдаешь это в социум, ты же как бы говоришь, что твои слова истина, да, что твои слова — это правильно. То есть ты не говоришь там, хотя, ну как бы да, это автоматически твое мнение, вот, но автоматически ты подаешь эту информацию, вот как типа слушайте меня, я вот проповедник, я вам сейчас тут расскажу, как правильно играть. Как эксперт. Угу. Да. Ясненько. Ну, хорошо, когда-нибудь, клянусь, я буду правильно играть в Sims. Честное слово, пожалуйста. Просто не ругайте меня. Да, короче, блин, я считаю, что людям надо отъебаться друг от друга, правда, но перебор уже чересчур, правда, это уже переходит все границы. Одни говорят, что вы неправильно играете, потому что вот слишком ванильная ваша игра, другие говорят, что ваша игра слишком замудренная, я вот хочу просто играть, а не делать сюжеты и так далее. То есть, ну, блин, это же правда, у каждого свой стиль игры, каждый хочет использовать... Каждый Конечно. может использовать игру, как он хочет. Это же просто песочница. Ты можешь делать там все, что угодно. Ты можешь делать от челленджей до невероятных кинопроектов, знаешь, там. Угу. Вот. Ты можешь просто скринить персонажей, ну, как ты это делала, просто, знаешь, использовать как площадку для фотомоделей, так скажем. Я раньше придумывала какие-то комиксы. Господи, у меня там даже были персонажи, у них там были какие-то любовные линии. О! Чего только не было в 2015 Боже, году. ты тоже, по сути, вела династию. Это династия Это называется? сейчас все называют династией, да. Сюжетные проекты называют династиями. Вообще сейчас все династии, потому что только династии смотрят. Ну, типа, если ты назовешь по-другому, твой проект просто никто не найдет и не будет смотреть. Вот, это алгоритм. Получается, династия. Блин, ну, короче, да, это все, я высказалась, это отдельный бомбеж. Просто высказаться хотела. Ну, это в целом глупо, когда кто-то заставляет тебя каким-то образом играть в свою игру. Это же твоя игра. Ну да, типа, странно. Нет, это странно вот именно с той точки зрения, знаешь, есть видео, где просто рассказывают, типа, как они играют, и там уже человек принимает решение, играть так же или по-другому. А есть прям реально видео, которые прям так и называются, как правильно играть. Ну это же бред. У тебя же... Это же не Хогвартс, где нужно, знаешь, действовать по определенному алгоритму. Ну, я просто перекладываю на другие игры, и это было бы странно смотреть одного стримера и играть точно так же, как играет он. Да. Те же ачивки, собирать тот же лут. Если он пропустил, то и ты пропустил. Ну да, это странно. Это реально очень странно. Ой, ладно, перейдем к вопросикам. Так.
Вот, первый вопрос. Какие сюжетные идеи в рамках закона, в скобочках, сложно обыграть в Sims с точки зрения механики игры? Хм. Хороший вопрос, кстати. Да, кстати, да. Блин, ну мне Ну, там нет кажется... ничего с религией. Ну да, но Ничего. есть моды, есть куча модов, которые добавляют религии. Там всякие, даже секты, типа, и эти церкви и так далее. Вот. Но это все моды, конечно, мода — это вещь такая. Да. Но, блин, не знаю, как будто бы... Я вот недавно поняла, что сложно обыграть какой-то постапокалипсис или О, да. фантастику, потому что... Конечно, потому что просто нету никаких декораций для этого. Да, во-первых, нет декораций, но типа, окей, там что-то ты скачаешь, там как-то запаришься невероятно, там добавишь все эти дефолтные замены, вот, но даже с точки зрения сюжета, как ты это обыграешь, у тебя есть вот эти вот люди, которые тебе звонят: здравствуйте, там ваш троюродный дядя оставил вам 1000 миллионов. И ты такой: хуяк, уже богат. Вот, и ты никак не обыграешь, что, знаешь, там, типа, нехватку еды, ну, вот это все выживание постапокалиптическое. Вот, мне кажется, что вот это сложно обыграть в Симсе, несмотря на то, что это песочница. В первую очередь, самый главный ограничитель для меня — это, ну, рейтинг. Sims — это детский мультик, это там сложно отыграть депрессию, там сложно отыграть потерю какого-то близкого персонажа и глубокую по нему тоску. То есть, если у Сима умрет кто-то, он не будет из-за этого Долго мучиться. грустить, да. Да, но он погрустит, поплачет, и в целом все. То есть любая какая-то реалистичная ситуация, более мрачная, менее карикатурная, ее будет сложно отобразить в игре. Да, Вот, а мне кстати, прям да. этого не хватает. Да. Ну, короче, более глубоких конфликтов, вот. Я думаю, это вообще одна из причин, почему Sims считается игрой для девочек, детской игрой, потому что он очень беззубый, вот. Но это, знаешь, что вот если ты именно играешь, то есть если ты просто скринишь и делаешь так вот самый, ну, Конечно. комиксы, так скажем, то ты можешь играть вообще все что угодно. Но вот именно даже я, знаешь, смотрю всякие проекты династийные на Ютубе, и они пытаются отыграть вот эти все сложные моменты, знаешь, социальные, разобрать какие-то проблемы и так далее. Но это очень сложно, потому что вот персонаж грустил, а потом он понюхал пыль и такой: у меня все заебись. Вот. Но они в целом ведут себя же чересчур. Да, это гиперболизированное поведение, мультяшное, да. Там это... сложно отыграть спокойствие, 100%. Да, Вот какая да, жизненная ситуация, которую невозможно в Sims отыграть. Да, это правда, да. Там обязательно там кто-то что-то сделает, и Сим просто плюс 100 счастья, да, и все. Все у него прекрасно, все у него хорошо. Ну да, мне кажется, что вот как бы это странно не звучало. Вот я, например, не очень люблю вот этот вот ванильный вид игры в Sims, то есть он мне... Ну, ванильный вид игры — это, знаешь, это когда... Просто пояснение, если ты вдруг не знаешь. Это когда ты вот... Я не знаю. Берешь... То есть все, что тебе игра дает, ты все это используешь, ты не там, ну, практически у тебя нет никаких модов, и ты вот принимаешь вот эту мультяшность игры и включаешь ее как бы в сюжет. То есть ты тогда я знаю. довольствуешься вот этой игрой и тем, что она предлагает. Вот, а вот этот киношный вид игры — это когда ты там придумываешь вот эти сюжеты невероятные, там вот эти вот социальные какие-то проблемы и так далее. Вот, и мне не совсем нравится ванильный вид игры, мне больше нравится вот второй тип, но вот этот ванильный вид игры, все это смотрится органично, потому что человек берет все, что дает игра, да. А в киношном этом, там это прикольно, да, с точки зрения истории, которую придумывает автор, но с точки зрения того, что ты видишь, там очень часто случаются какие-то фейлы, и ты такой, типа, блядь. Вот. А так, да, хотелось бы какую-нибудь, знаешь, песочницу, где можно было бы отыгрывать вот вообще все, и все вот эти социальные проблемы, и вот это все тяжелые какие-то моменты, потеря близких и так далее. И мне кажется, такой нету и не будет. Мне кажется, это даже, знаешь, позволило бы кому-то прожить какие-то ситуации. Ну, чем больше таких серьезных вопросов поднимается, тем больше простор для, господи, Конечно, симулятора да. жизни. Это же симулятор жизни. Да,
Да, Ну, я конечно. думаю, они, кстати, мне кажется, будут двигаться в этом направлении. Не они, так Инзой. Ну, Инзой поха. Инзой пока что похож просто на GTA. Да, Знаешь? Только в корейском стиле. Там вот чисто GTA в Корее. Вот. Ну, не знаю, пока что... Ну, прикольно, да, там все такое реалистичное, и искусственный интеллект добавили, и вот это все, молодцы, но как будто бы там, знаешь, что вот прям реально, прям самая настоящая песочница, чисто дораму отыграть, потому что каких-то действий интересных я там не увидела, то есть это прям реально вот да, симулятор пока жизни, мало. самый настоящий симулятор жизни, с Ну, я магазинами, очень с работой. надеюсь. Ну, Там такие красивые персонажи, мне да, кажется, так да, мне хорошо. тоже понравилось, я тоже хочу уже. Мне больше ничего не надо. Вот, ну пока не знаю, посмотрим, короче, что там Инзой нам выдадут. А, так, перейдем ко второму вопросу, получается. Тогда. Мгм. Как креатору Sims арта, что важнее, ценнее, красиво выставить кадр в игре или дорисовать, обработать детали позднее? Кому что больше нравится, кто что больше умеет. Мгм. Например, я просто кайфую от часов сидения за своими скриншотами. Мгм. Когда я превью делаю, я прям каждую там фигулечку что-то вырисовываю, там темюшки А у отправляю. тебя Мне планшет нравится вот в графический? пластике сидеть. Да, вот М, он передо мной. Это удобно, да. Мышка, конечно, пиздец. Конечно. Не, мышка это какое-то мучение, но я не помню даже себя без планшета. Ага, поняла. Недорогой какой-нибудь купи, это правда очень сильно жизнь А у меня, упростит, я если вот из-за ты того, делаешь что, что-то. получается, во сколько там, ну, в лет 15-16 я занималась артом только поверх фотографий азиатов, вот, А, я, короче, все это делала мышкой, у меня не было денег на графический планшет, я еще это делала на старом ноутбуке, который, знаешь, там браузер даже не тянул, вот, и у мгм. меня это отбило вообще все желание. Я типа сейчас, я терпеть не могу обрабатывать что-то в фотошопе, я прям вот ненавижу. То есть я прям стараюсь вообще это избежать по максимуму, хотя раньше я там сидела по 12 часов. Вот, я уже, ну, прям реально желание все отбило. Я больше уже не Ну, хочу этим это заниматься. залипалка такая. Ну, я-то это в принципе люблю. То Ну есть я да, в принципе да. делаю только это. Ну, это то, что мне нравится, то, что меня интересует. Меня прям разрывает. Я вот, если я долго что-то не создаю визуальное, то у меня начинается нервозность, я начинаю туда-сюда ходить, не могу себе места найти, поэтому это прямо для меня вот сидеть, отвлекаться, думать о красивых девочках. Приятно, пипец. Да, мне тоже нравится Так что, думать о а красивых если, девочках. да, если кому-то нравится выставлять классные сцены интересные, то тоже почему нет. Но, короче, у меня просто бывали такие моменты, когда ты выставишь все идеально, а потом игра вылетает, потому что у Мгм. тебя и решейт, и срве, если вы понимаете, о Сырве? чем. Что это? Да, программа для увеличения размера экрана. Нихуя себе. Да, для того, чтобы скриншоты были там 8К. А я просто использую этот топаз, который с искусственным Но интеллектом. да, я его тоже использую, но он же все равно теряет информацию в пикселях, а это будет родной скриншот, только в 8К. Мне такое надо. Как это называется? Я тебе все скину, все ссылки скину. Ладненько, спасибо. А я, кстати, недавно узнала, что есть такая вещь, как Relight. Ты знаешь? Конечно, Я знаю. вообще об этом не Обожаю. знала. Я думаю, блядь, почему мне раньше не сказали, так красиво получается. Я Это вообще шикарно вот просто. обожаю свет. Я думала, блядь, как они выставляют вот эти невероятные кадры в Симсе без какой-то обработки. А потом Мгм. оказалось, что люди используют Relight. Где... Я его один раз использовала на превью, Мгм. И как? на предпоследнем. Ну как? Мне писали, а что это такие за тени? Это рендер? Я говорю, нет, не рендер. Ну я что, я человек простой, меня спросили, я ответила. Блин, Релайт. как долго я спала, когда его сделали, почему я об этом не знала? Ну, сделали его больше года назад, была первая версия, которая так себе работала. М, Вот. Но из-за того, что
стал очень популярный, этот шейдер. Автор выкатил недавно обновление до второй, вот, и оно шикарно, еще более шикарно работает. Блин, прикольно. Я из-за него, буквально из-за этого шейдера поставила себе снова решейд. Я постоянно его сношу, потому что вот я как раз не из тех людей, которые в игре кропотливо настраивают для каждого кадра что-то, иначе мои скрины вообще 12 часов бы длились. Я хочу жить. Блин, я не знаю, у меня, знаешь, сейчас сформулирую мысль свою. Мне, короче, очень нравится именно рендер в блендере делать, но с этим есть проблемы, потому что некоторые вещи странно отображаются в блендере, вот, а дорисовывать это дело я не хочу, мне лень. Вот. Ой, все понятно. Но мне что в блендере-то больше всего нравится, это именно свет. И вот если бы мне раньше сказали про Relight, я бы про этот блендер вообще забыла бы на всю жизнь, потому что, ну, свет — это то, ради чего я живу. Я не знаю, я обожаю свет, обожаю выставлять свет, обожаю вот это все обрабатывать. Единственное, чего мне не хватает в Relight, ну, в решейде в целом, это подповерхностное рассеивание, оно не очень там хорошо работает. Если тени в целом нормально ложатся на сглаженные нормали, вот, то подповерхностное рассеивание там прям очень странное. А ты удаляла игровые тени? Когда-то да. Сейчас я вообще не знаю, что у меня там. Ну, я просто повысила себе качество текстур везде, вот, и пользуюсь модом на освещение в игре. Ой, хороший мод, хороший, мне тоже нравится, красиво выглядит. Вот новенький вышел, сейчас новый буду использовать. Ой, ну вообще, ну прекрасно. Мне очень нравится мод на замену закатов, рассветов, вот это все. Ой, да, он очень красивый. Сан, что-то там. Да, Санхегейс какой-то, что-то такое там называется. Мне очень нравится, прикольно смотрится. Вообще, господи, спасибо, что придумал свет, правда. Да, я смотрю на все эти 1, 2, 3, 4, 5 ламп передо мной, тоже благодарю. Так. Что? Насколько резонно называть сильно отскульпченные и обработанные модельки в блендере творчеством по Симсу? Хороший вопрос, на самом деле. Мне кажется, это, наверное, все-таки не про Sims, это больше про 3D-графику, 3D-арт. А в чем проблема? Это же не обязательно должен быть Sims. Ну да. Почему вот... Но это, знаешь, это вот тоже касается как раз вот этих же, опять же, династий, я вернусь. Есть вот династии, которые используют Sims просто, ну, как площадку для съемки. Ну да. Вот, и по сути там от Симса только вот само название, то есть это вот конкретно мир игры, вот, но в целом все, что там связано с игрой самой, ну, вообще ничего нет от этого. Вот, но я считаю, что это все равно творчество по Sims, потому что... Именно по Sims? Ну, мне кажется, да, это такая игра, что ты можешь ее крутить, вертеть, как ты хочешь вообще. Хочешь, делать челленджи, там, вот эти 100 дней хардкора. Хочешь, вот, хочешь, там, делать династии. Хочешь, используй просто как площадку, там, для твоих скринов, видосиков и так далее. Хочешь, сериалы пили, хочешь, анимации делай. Вообще все, что хочешь, делай. Там, то есть это вот одна из немногих игр, в которых ты можешь прям разгуляться в этом плане. Ну, вопрос же был про Blender, про рендеры. Ну да. Скульптурные модели. Вот это, мне кажется, все-таки уже совсем не Sims. То есть там от Sims уже нет ничего. Когда у тебя переделанная базовая моделька, и на ней уже ретопология даже есть на новую модельку. То есть там даже то есть уже когда ты уже заново все делаешь, по сути, да? Да, прям совсем. И декорации это тоже просто 3D-модели, которые ты где-то там раздобыл. То есть это даже не одежда для персонажей из Sims. Вот такое, оно просто и не выглядит как Sims, и ничего общего с этим не имеет. Ну, вот, а остальное, все то, что ты сказала, да, то, что скринится в Симсе, вообще все это
творчество по Sims. То, что делается для Sims и потом используется в Sims, тоже все это Мгм. по Sims. В разных стилях абсолютно. Ну, в целом, да, как будто бы да. Мне тоже кажется, что это не совсем уже Sims, когда ты, по сути, создал новую модельку, просто использовал вот эту вот модельку из Sims просто как базу, знаешь, из которой ты уже Но это потом что-то неплохо. слепил. Ну да, это Это же неплохо, это тоже вид деятельности в целом. Тоже почему нет, вид творчества. Просто да, это как Мгм. будто бы уже не Sims, да. Вот. Но все равно интересно. Интересно. Ой, кстати, что-то Мгм. еще говорили про ну, вот продуктивный продуктив, вот мотивация, Мгм. мотивационная. Меня что вообще конкретно это дизморалит, особенно в последнее время. То есть, знаешь, времена изменились, так скажем. Раньше в 21 ты мог родить, и все, ты уже крутой, классный, все, ты уже развит. Вот. А сейчас в постоянном развитии, и на тебя еще вот это общество давит, знаешь, что в 21 ты должен, не знаю, богатство зарабатывать. Вот, и ты должен уже себя найти, и вот ты вот себя не нашел, а чё, блядь, сколько ты будешь себя искать, а в то же время хочется какую-то, знаешь, ну, какую-то перспективу иметь, да, там, квартира, там, деньги, потом, там, ну, я не child-free, Да, я хочу семью, вот, мне хочется, чтобы мои дети были там с какой-то подложкой, так скажем, и так далее. Я не хочу растить ребенка, блядь, в говне вот это. Типа, когда Мгм. я сама там ебанутая, еще и денег нет. Вот, то есть, ну, такое. Вот. И как бы, и тебе еще общество такое, типа, вставай в 6 утра, ешь тост с авокадо, хуярь потом на спортик, вот, потом, значит, 3 часа работай, потом 3 часа изучай языки, вот, потом там до 5 утра там еще что-то делай, там, узнавай что-то новое, ложись спать, спи 2 часа, просыпайся и снова хуярь. То есть, ну, ой, девочки, мы залагали. Да. Вот, короче, меня это жестко дезморалит, потому что, с одной стороны, я понимаю, это интернет, типа, ну, это жизнь показная, люди так, скорее всего, не живут, скорее всего, они это показывают, Мгм. вот, это повлечет за собой сильное выгорание, недосып там и так далее, вот, но с другой стороны, у меня вот это на подсознании сидит, у меня это сидит во всем, в творчестве, в работе, в жизни в моей, Что нужно быть лучше, что нужно добиваться именно да, чего-то. что нужно добиваться, что нужно делать лучше, больше, я должна делать вот так. Вот этот человек делает вот так, а я вот так не сделала. То есть, понимаешь, вот Мгм. это. И у меня это вот постоянно еще это бьет по сравнению. Ну, знаешь, я начинаю себя сравнивать с кем-то, а это вообще, это все, М. это все, это яма, которая тебя затянет. Вот, и там ты помрешь от низкой самооценки и слез. Там ты помрёшь. Выводы сделаны из подкаста. Ну, правда, ты типа, ты просто захлебнешься в своих слезах, потому что ты такой, типа, дерьмо, и все, тебе будет плохо. Вот. Маша, можно не надо? Да, но мы сегодня такие на позитивчике двигаемся. Вот, ну не знаю, короче, то есть это, мне кажется, это прям такая, знаешь, яркая, Токсичная хуйня. токсичная Извиняюсь. хуйня, да, это прям токсичная хуйня. Типа, и ты еще это такая, знаешь, яркая социальная проблема, потому что реально многие страдают сейчас этим. Только вот чисто из-за того, что, ну, вот эра интернета, мы сейчас как бы сильно погружены в интернет, интернет — это наша неотъемлемая часть жизни, и сейчас стало очень много инфлюенсеров, всяких там моделей, инстаграм-моделей и так далее, вот, и ты головой соображаешь, что это все фальшь, что это, знаешь, Мгм. это не так, как оно подается, но у тебя на подсознании это фиксируется, и все, ты сходишь с ума. Знаешь, какое решение этой проблемы я для себя нашла? Мне 29 лет — это решение проблемы. Возраст. Ну да. Ну, просто это вот есть какие-то определенные моменты в жизни, например, период учебы в универе, период Мгм. учебы в школе. И у людей очень остро стоят вопросы, которые касаются их в очень короткий и очень определенный период. То Мгм. есть диплом, экзамен, сессии. Причем это очень серьезные проблемы. Люди прямо ам, ну, до нервных срывов, до депрессии, до расстройств себя доводят. Это не то, что я обесцениваю эти проблемы, нет. Но потом это все
заканчивается, и все. Вообще все. Ты больше никогда с этим не А столкнешься. я Так отчислилась, что я не учусь. тем более. Ну, это я в целом. И вот моменты с инфлюенсершами, с самооценкой и сравнением, ну, ты сначала занимаешься этой херней, а потом ты понимаешь, что тебе от этого только хуже и хуже и хуже. И, Мгм. ну, в моей жизни было так, что я поняла, что либо я себя довожу до неадекватного состояния, до, ну, какого-то срыва, либо я начинаю уже думать своей головой, потому что я уже взрослая девочка, и ну, я понимаю, что это мне на пользу не идет. Нахрена я это поощряю? Зачем я это делаю? Но в моменте, так как в моменте, я ненавижу эту фразу, Я в так как ты моменте. привык, да, думать определенным образом и реагировать определенным образом, ты будешь продолжать эмоционально реагировать на твои триггеры так же, как ты реагировал. Вот. Но если ты будешь чуть более осознанным, то ты просто будешь себя на этом ловить и говорить: так, ты снова себя сравниваешь, вот зачем ты это делаешь? Не Мгм. надо. Блин, Ну, ну... еще нужно принять, что ты говно в чем-то. Обязательно. Ну, правда, ну ты не самый лучший. Я Ну про да. себя говорю. И все нормально. И мало того, я себя люблю, я не самая лучшая, я в этом не виновата. Это вообще неплохо. Просто кайфуйте от себя. Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна! Блин, ну... у меня, наверное, знаешь, у меня просто... у меня сильная самокритичность всегда в моих делах, особенно в творчестве. Я невероятно себя критикую всегда. Типа, я никогда не бываю довольной. То есть у меня вот этот перфекционизм, он с самокритичностью дружит. И там я Это что-то очень сделаю. Да, это меня, ну, это прям реально мешает жить, потому что, ну, я зачастую просто стараюсь, знаешь, куда-то эти мысли откинуть назад и просто сделать, потому что ну, как бы, иначе я не сделаю вообще. Иначе я вот Мгм. застряну на Да. одном месте, и все. И у меня также было с Ютубом, я Ютуб долго не хотела запускать, у меня было куча видео в стол. Я думаю, ну, там, знаешь, что-то мне вот это не нравится, вот, а потом в какой-то момент я поняла, что, ну это прикол, мы так никогда не начнем, вот, Синдром и... отложенной жизни. Да, и я просто, типа, ну, забила на все свои мысли, я просто, знаешь, вот так вот с закрытым глазом чисто выложила, и я больше никогда не смотрела это видео и не хочу. Я также допы пощу, честное слово. Не потому, что я их не люблю, а потому что мне страшно каждый раз. Что? Это, Почему? ну, постить допы. Ну, потому что я думаю: так, а вдруг я ошиблась, вдруг я категории не прописала, вдруг у меня файл сломанный, или я случайно объединила не те файлы. Блин, вот этот вот ад производственный, который в конце сета Мгм. происходит, это вообще, господи, как же меня это убивает. Вот описание писать на английском, запустить туда, запустить сюда, запустить еще туда. Я просто рисую. Я не для этого создана. Можно Мне это прям... просто порисовать, а другой человек Да, будет все выкладывать. да. Да, ну я А понимаю, насчет да. вот этой гиперпродуктивности было иронично сейчас все это слушать, потому что сегодня в 10 утра у меня был зал. Охереть. Я спала 4 часа. После этого я 2 часа разбиралась с криптовалютой. Мгм. Я не хотела этого делать, но обстоятельства заставляют. Вот. После этого сейчас у нас с тобой подкаст, и после этого я еще буду работать, и после этого я должна увидеться с подругой. Но это один день в неделю. Обычно я просто сижу и работаю. Блин, В ну, стол. кстати, что-то хотела вот поговорить насчет, знаешь, просиживания дома на работе и так далее. Я не знаю, мне кажется, у меня просто в целом такой период, у меня какой-то, знаешь, такой переходный возраст начался, второй, вот, поэтому у меня там пересознание,
переосознание. Кризис четверти жизни, может, у тебя. Да, возможно, Когда скорее ты всего. уже не ребенок, не подросток, но еще вроде как не ощущаешь себя 100% взрослым. Да, у меня вот это вот смирение идет. Прям вот у меня Мгм. конкретная стадия смирения совсем. И у меня, знаешь, переосмысление началось там моего детства, моих поступков, осознание каких-то моих травм, которые я раньше никогда не осознавала, какой-то ответственности, которая сейчас у меня имеется и так далее. Вот, и с этим всем у меня что-то в последнее время... Ну, вот раньше я сидела дома, занималась там своими творческими делами, вот, и вообще все прекрасно было. То есть, ну, я виделась с Мгм. парнем, но у меня было все хорошо, я чувствовала себя великолепно. Вот, ну, как бы я работала, дела делала, то есть я не прям, знаешь, сидела и вот прокрастинировала. Вот, но сейчас я понимаю, что я разучилась сидеть дома. Вот это проблема. Вот это прям проблема, потому что я ни хера не делаю. Ну, в плане каких-то моих творческих вот этих я ничего не делаю. То есть я постоянно где-то, я не понимаю, где я нахожу дела. То есть, типа, я не прям Ну, занятая это тетя. логично, что у тебя энергия просто уходит на другое. Но Чем это активнее грустно, у тебя это очень жизнь, грустно. да, нужно выбирать. Мы не можем получить сразу все. Я тоже жертвую тем, чтобы выходить на улицу, Мгм. потому что я сижу и постоянно работаю, А тебе постоянно. хочется выходить на улицу? Ну, у тебя есть такое, что ты такая, типа, блин, что-то я дома засиделась, хочу гулять? Честно сказать, будь я моложе, ну, будь Мгм. мне даже 24 года, 23, я бы вообще не выходила, я бы работала еще больше, чем я работаю сейчас и работала тогда. Мгм. Вот Ой, у меня сейчас экран моргнул. Ладно. Не, все нормально. Состояние у меня такое, потому что у меня очень много уже знаний много, но Мгм. я уже физически не вывожу. Мне очень тяжело сидеть часами перед экраном вот в таком положении, а я хожу в таком положении, я себя сейчас пересиливаю, сидя более или менее ровно. Выпрямили спинки все Да, девочки. да. Вот. То есть мне реально очень хочется это делать, но я уже не могу это делать. А еще я думаю о том, что жизнь проходит мимо. О, может, у тебя уже Да. кризис среднего? А, нет, подожди, средний это 50 где-то будет у тебя. Да, Ну да, 50. да, ну Я кризис думала, ты среднего что, старый. возраста обычно, да, где-то там в 50-40 лет. Но там другое вроде Ну, как говорят. Там вроде страх смерти, страх, что ты что-то не сделал. я уже понимаю скорее, что я не молодежь, и это так странно. И эти годы для меня, они пролетели за секунду. Мгм. Именно из-за такого образа жизни. Блин, это интересно, потому что у меня Да. наоборот, типа вот этого, знаешь, что я еще молодежь, вот, но я там, ну, я в свои 17-16 вообще вот так нагулялась, вот, и, то есть я смотрю там, знаешь, на моих ровесников, там, на моих подруг, они что-то такие, типа, что-то они там и тут, и здесь, вот, а я такая, блин, я не хочу ничего, я хочу дома сидеть, хочу со своим Да. парнем фильм смотреть, типа, кушать вкусненько и вообще ничего не делать. Мы недавно шли вот с парнем, обсуждали такой момент, почему возраст имеет значение. Потому Мгм. что мы поняли, ну, нам обоим под 30, и мы поняли, что если вот мы подойдем сейчас к компании веселящихся молодых людей, там лет 18, подростков каких-нибудь, и пусть мы будем веселые, пусть мы будем хе-хей, мы уже будем криповыми какими-то чуваками. То есть, понимаешь, они уже будут смотреть на тебя вот так. Вот. Бля, Ну, то есть, это же те самые, знаешь, которые на вечеринке подходят вот эти да. вот. Блин, ну Короче, кстати, и это время, вот ты говоришь, тебе не хочется ничего делать. Мне тоже не хотелось ничего делать. нет, я не Тогда. могу сказать, что типа мне не хочется. Это скорее мне не хочется типа социализации такой. То есть Мгм. мне хватает там какой, не знаю, бурной вечеринки, не знаю, на полгода. То есть Ну, я я прям понимаю, что останавливаюсь. да, да.
Я мало О, того, сначала сутки отхожу, да, потом мне тоже, у меня там еще сутки полгода двое. восстанавливаюсь. Да, да. Мгм. Вот, или там какой-то, знаешь, социализация мне тоже в целом, типа, ну, надолго хватает. То есть я увижусь там с подружкой раз в месяц там, ну, может, почаще. Вот, и я прям восстанавливаюсь, то есть я прям вот как будто часть себя отдала, и мне нужно это, знаешь, восполнить. Вот, хотя раньше у меня Мгм. такого не было, то есть раньше я прям зажигалочка была, вот. Я поняла очень важную вещь недавно. Я обожаю людей, мне очень нравится общаться. Ты Я не могу альтруист? вообще без общения. Ты альтруист? Нет. А, нет, я не альтруист. Я Плане тебе гедонист. просто... Угу, угу. Да, это все для меня, не для них. Мне нравится это очень сильно, но как только я попадаю в какую-то компанию, где мне не очень комфортно, люди Мгм. придерживаются каких-нибудь радикальных взглядов или какие-то негативные, агрессивные, я прям замыкаюсь. То есть М. н- насколько я могу быть активной тоже зажигалочкой с людьми, которые мне приятны и общительной, настолько же я могу быть замкнутой, закрытой, какой-то букой с людьми, которые мне не нравятся. Но это, наверное, нормально. Ну да, у меня также. Я думаю, что в целом это норма. Но бывают Что... такие люди, которые прям везде могут. Вот если мы говорим о каких-то молодежных тусовках, то это же постоянно новые люди, выходить на Мгм. улицу, с кем-то знакомиться. Это же нефильтрованный поток, так сказать. И вот от этого я устаю. Вот к чему я вела. Да, да, мне, кстати, тоже. У меня вот что-то недавно разговаривали с подругой. У меня, короче, ну, знаешь, раньше я была из тех, кто мог найти общий язык вообще с любым человеком. То есть Мгм. вот прям, вот дай мне любого, неважно, кто он там, я найду с ним общий язык. Вот, как бы, ну, тут вопрос, общалась бы ли я с ним потом, это как бы уже другой вопрос. Вот, но найти общий язык я могла найти со всеми. Сейчас я даже со знакомыми, с которыми я раньше очень хорошо общалась, видя их, я прям тушуюсь. Мне становится как-то, ну, короче, Мгм. какая-то замкнутая, какая-то, знаешь, скучная, неловкая. Я вот что-то Ой, стою, и я что-то какого-то кринжа выдаю, и думаю, господи, я хочу домой. я вообще, когда из дома не выхожу, а со мной такое часто бывает, я начинаю запинаться. Вот сейчас я получала загран, Мгм. была в МВД, и мне там как дискомфортно прям было, я себя почувствовала как в школе. Я очень такая зажатая была, закомплексованная. Ну, Да, не сейчас жиза. такая, просто возраст. Возраст решает проблемы, реально. Блин, Ну и, кстати, как будто возможно, бы да. психотерапия. Я же 4 года так-то в терапии. Это я забыла. Не, ну, кстати, как будто бы возраст, знаешь, многие какие-то проблемы отставляют на второй план, либо вообще, Просто это типа... несущественно становится. Да, да, Ты понимаешь, по что это у тебя сравнению. единственная, твоя первая и последняя жизнь. И Мгм. если ты сейчас не будешь делать, как ты делаешь, вот, то ты никогда этого не будешь делать. Мгм. Я раньше, например, ни за что бы не открыла руки. Я в детстве очень комплексовала из-за того, что у меня руки толстые, вот из-за этих штук. А они анатомически у меня в любом весе есть. Так они Складки же выше. везде есть. Нет, у меня тоже они Нет, есть. нет, не у всех. Просто э, хоть я вешу 45, хоть я вешу 55, они у меня Мгм. есть. И я из-за этого не носила вообще никакие вот такие вещи. То есть Мгм. только футболки. И у меня было очень много таких каких-то стереотипов или целлюлит. Это значит, я не хожу в коротких юбках. Я слишком толстая для этого. То есть все это я просто прошла. Это вот к тому, о чем ты говорила, про то, что мы смотрим на медиа, которые на нас влияют. Ну, сначала ты это делаешь, ты принимаешь на себя эту информацию, а потом Мгм. ты думаешь, блядь, зачем? Это кто? Кто этот человек мне? Мгм. Ну, он вообще никто, ничего в моей жизни не изменится. Ну да, наверное, нужно только вот о себе думать, себя ценить, себя любить и с Да, собой разбираться, не смотреть там на этих Саш, Маш, Даш, вот этих вот Кендалл мало того, Дженнер, вот этих Белла Хадид. ну, справедливости ради, я считаю, что очень симпатично, и мне нечего беспокоиться. Но это правда. Не дать, не взять, как говорится. Но я не знаю, кстати, э,
у меня, ну, то есть я в целом четко осознаю, что я там не уродина, что я симпатичная, приятная, мужскому Нет, полу тоже очень нравлюсь. симпатичная, тебе тоже нечего Спасибо. Вот, но у меня, наверное, ну, у меня тоже, я в школе была довольно такой закомплексованной, я бы даже сказала, наверное, очень такой наивной девочкой, который, ну, у меня был буллинг в школе, вот, и я была очень наивной, я почему-то верила вообще в доброту этого мира, в доброту людей. Вот, да, и, ну, естественно, этим воспользовалась, конечно же, вот, и у меня, наверное, вот еще с тех времен осталась, знаешь, какая-то закомплексованность насчет вот характера конкретно, то есть, ты знаешь, каких-то таких вещей, типа, я много говорю, я говорю не в попад, я там вот такая вот, то есть это вот какие-то такие вещи, которые ты, блядь, ну это ты, то есть ты это не изменишь, это вот конкретно ты, то есть можно изменить, знаешь, там, типа, человек сильно, не знаю, там, какое-нибудь качество, типа, завистлив, это идет от того-то, это можно проработать, вот, но какие-то такие вещи, которые являются частью твоего характера, ну это бред, типа, не бывает идеальных людей, есть минусы у каждого. Ну, как минусы, это, знаешь, это даже не минусы, это просто составляющая его характера. И все, то есть Я это... руководствуюсь правилом «забей и продолжай». Ну, запнулась, ну, говоришь не в попад, ну, неловко, ну и хрен с ним, ну, неловко и неловко, господи. Ну, Убей просто эту ты часть, же не которая умрёшь от кринжует. этого. Да, возглавь кринж. Да, все правильно. Ты не умрёшь от этого, тебе дальше с этим жить всю жизнь. Я аж снова охрипла. Извиняюсь. Имею кринж внутри себя. Да, как будто, знаешь, типа, с одной стороны, блин, ну это вот это чисто мой перфекционизм. У меня есть этот вот заёб, знаешь, типа, что... Просто там, лучше не будет. лучше не будет, да. Нужно включать здравый смысл. Это вот как раз то, про что ты говорила, что я тогда никогда не буду постить видео на YouTube. Мгм. Так и будет. Ну, Да. если ты будешь до конца своей жизни что-то делать в стол, если ты будешь до конца своей жизни, блин, носить футболки Закрытые. с длинным рукавом, то ты будешь в 30 градусов жары обтекать и потеть, и не будешь известной ютубершей. Привет, Маша, через 10 лет. Да, все правильно, все так и будет, блядь. Потом еще будете говорить, что знали меня. Ого, буду хвастаться. Не, ну как бы да, ты никогда не узнаешь, как на тебе выглядят вещи с открытыми плечами. Ты там никогда не узнаешь, там, кем ты станешь на Ютубе, если все-таки выложишь это сраное видео, которое ты боишься выкладывать. Вот, то есть, ну да, это вот именно действительно синдром отложенной жизни, и это сильно мешает жить на самом деле. Вот эти все загоны, это сильно мешает жить. Это надо искоренять полностью, убивать на корне. Вот и покуда ты взрослый человек, мне кажется, что мы взрослеем отчасти в тот момент, когда мы перестаем наслаждаться страданием. Я сейчас не говорю про какие-то серьезные проблемы, ну вот, опять же, диагностированные, но мы с тобой, по-моему, об этом уже говорили. Когда ты перестаешь упиваться своей трагедией, тем, что у тебя не так, и что вот ты здесь не такая, и там не идеально, и тут у тебя не получилось, и все. Вот. Ну, тогда и начнется нормальное продвижение по жизни. Да, все так. Прогресс. Ну, не знаю, как будто это сложно с той точки зрения, что свое сознание я могу контролировать, но подсознание нет. Вот это меня бесит. Я ужасно. эмоции не могу контролировать. Вот в этом у меня большая беда, проблема, и я ничего не могу с этим сделать. Я все понимаю. Ну, все понимаю. Это просто Мне надо так принять. плохо. Это уже Да, просто блядь. надо принять. Примешь тут там не так сложно, ой, не так просто принять, когда физически это уже отражается. Мгм. Да, понимаю. Но я не знаю. Как будто, ну, блядь, а ты что ты с этим сделаешь? А ничего не сделаешь. Это уже все. Это Да. уже, это даже проработать нельзя. Это просто как Да. данность. Это вот NPC дали вот такую задачу, тебе тоже дали такую задачу, и все, неси ее. Неси этот крест до конца своей жизни. Вот. Как бы да. Тут только реально грустно. принять, смириться. Не грусти. Ой, да я в процессе принятия.
Я тоже. Господи, всем желаю принять свои какие-то тараканы, ребята. Ну, я в смысле принимаю то, что я не всегда в хорошем физическом состоянии, вот, что мне бывает плохо физически сильно. И я вот забиваю на это, и забивала, и не относилась к этому серьезно. У меня противоположная ситуация была тем людям, которые любят страдать. Я, наоборот, хочу быть супер здоровой. Ну, просто здоровой, я не знаю, нормальной. У меня всегда вот такое желание было. Вот, и когда ты понимаешь, что это может быть невозможно из-за каких-то причин, которые ты не в силах изменить, вот это принять сложно. Ой, блин, ну да, это, кстати, это, мне кажется, да, это пиздец. Ну, это, знаешь, это... Ну, блин, это, конечно, вообще несравнимо, но просто, знаешь, вот плюс-минус, так сказать, поддержать, не знаю, в какой-то мере, если это возможно. У меня, короче, ну, я всю жизнь страдаю акне, у меня был момент, когда я надавила на щеку, и у меня полился гной. О, боже! Вот, да, я прям буквально гнила. Вот, и я в этот момент, я помню, у меня была сильная истерика вообще, хотя я старалась, да, ну, не, знаешь, не реагировать сильно на свои акне, то есть это, ну, я старалась сильно не загоняться на этот счет, вот, и я помню, что у меня была ужасная истерика, и, ну, сейчас как бы все тю-тю-тьфу, более-менее хорошо, вот, но я в постоянной борьбе, это вот просто моя данность, это, там, я не знаю, грязными руками потрогала прыщ, полотенцем вытерлась грязным прыщ, вода не та прыщ, все, крем сменила прыщ, это, ну, это всегда так, типа, у меня будет, это просто вот на протяжении всей моей жизни будет двигаться вместе со мной, вот, и я просто уже реально стараюсь прям вот принять, то есть я стараюсь, ну, конечно, я стараюсь и поддерживать, то есть, да, чтобы все равно, как бы, я понимаю свою особенность, я стараюсь там, как бы, учитывать ее, вот, но и вот стараюсь не загоняться, да, конечно, грустно, что я не могу просто проснуться с невероятно идеальным лицом и как бы это, и жить свою счастливую жизнь, вот, но, блядь, ну, что поделаешь. Перебив. Да, любимые геймплейные моды. Следующий вопрос у нас будет. Командный центр считается геймплейным Да, модом? мне кажется, да. Нет? Тогда это он. Или это Ну, читы? может, всё. Ну да, командный центр может все. Мне кажется, это, наверное, читы скорее. Тогда Викет. Ой, ну Wicked Games, конечно, но это классика, это бейс. Я постоянно, когда захожу на участок снимать симов, у них месячные начинаются. Да, Ну, а чё прикольно? Это то, чего не хватает, кстати. Почему вообще это не сделали? да, кстати, мне тоже интересно, потому что, ну, Electronic Arts, они же поддерживают и движения вот эти толерантные и все вот это, вот, но женское здоровье вот не добавлено, что упущение, мне кажется. Ой, так, что, у тебя еще есть какой-то мод любимый, геймплейный, или, может, пробовала какие-нибудь по приколу? Ну, какой-нибудь там чрезмерная жестокость, или как он там называется. мод. Ой, я бы попробовала, но... Ой, я не знаю, мне такое не нравится. Не люблю такое. Вот эта вся резня. Да нет, наверное, мне всего хватает. То, что есть в командном центре и в Викиде, вообще более чем вот так. Блин, у Ну, что меня... есть? У меня дохера модов. Не, у меня тоже, но они не геймплейные, вот в чем. Мгм. То есть на камеру, на освещение, колонки в касс. Ну, это классика. Да. Ну, что-то, кстати, недавно в чате обсуждали, что... Ну, обсуждали, у кого какая папка мод, сколько размером. Я сейчас чищу папку мод, у меня 126 гигабайт. Сейчас я посмотрю, какая у меня. Я что-то смотрела, у меня эти много занимают скинтоны, потому что... Да, они самые тяжелые. Да, у меня там что-то не 40 гигабайт весит папка, сейчас скажу даже сколько. Это я, как человек, отвечающий за их вес, знаю, из-за чего это. Это из-за Да, того 40. обновления, которое позволило нам не сжимать так сильно текстуры, потому что они пикселились, помнишь? Да. Было
скандал, что они на темных расцветках особенно пикселят. Мгм. Вот. И из-за этого обновления прям каждый скин альфа очень тяжелый с цветами. Да. Вот, к сожалению. И ничего с этим не сделаешь, ты только если в базу переходить или сохранять в формате RLE 2, это старый формат, Мгм. но качество совсем плохое, там прям земля и небо, очень сильно пикселят. Я недавно делала ремастер своих старых скинов, скоро они выйдут. Старые, самые популярные, которые у меня были. Но Вот. мы ждем. Да, Я ещё тоже жду, тем бесплатные более. будут. Я обожаю твои скины, у меня все в скинах твоих, Sims 3 Мгм. Меланхолик, Норфен Сибирика и чей-то там еще у меня постоянно светится. Я вот недавно смотрела самые тяжелые у Sims 3 Меланхолик. Да? Да, они самые, Мне типа, казалось, у такие. меня. Ну, я, наверное, твои смотрела, которые вот недавно, они же больше, типа, Maxis Match, вот, а старые я твои, наверное, не смотрела, сколько весят. Вот, но Sims 3 Меланхолик даже вот просто, типа, рандомный возьмем какой-нибудь. Мгм. Сейчас. Так, это 4Kids, нам 4Kids не надо. Вот, один файл 215 мегабайт. Вот. И... Это очень мало. У Ну, меня сейчас 400 есть. Так. Вот, 336 мегабайт. Ну, Да. короче, такие они увесистые достаточно. У тебя меньше Даже весит? тяжелее, чем волосы. Не меньше. Не Я меньше? отвечаю. Ну, вот 74. Obscure Это какой? Skin номер 14. Вот именно. Я ж тогда расцветок не делала, это, наверное, еще А, старый формат. Да, старенький, наверное. Ну, короче, да. Много весит скинтончики. Но Мы в бы целом... хотели делать меньше, но мы не можем. Да там у Вот. меня скинтоны, получается, 40 гигабайт весит. Папка со скинтонами, с деталями Я кожи. посмотрела, сколько у меня весит папка Mods, Сколько? и она весит 178 гигов. У меня не Надо все чё- потеряно, я думала, у меня много. Я боялась, что игра не запускается потом, знаешь, после 150 где-то примерно. Потому что я больше 150 у никого пока не видела. Да ты чё, не, бывает и больше. Я в целом еще не остановилась в своей папке Mods. Я Есть тоже. куда расти. Я тоже. Я не знаю, не могу остановиться, мне плохо. У меня вот эти вот... У меня, короче, проблема в том, что я качаю 66 разновидностей одной майки зачем-то. Вот. Да. И я не хочу ни одну удалять. Мне все Ну, вдруг нравится. понадобится, да? Реально. Ну, вдруг вот когда-нибудь пригодится же. Ну, событие будет, там праздник какой-то. Да, у меня еще всякие, знаешь, типа одежды там, типа, ну, знаешь, прям вот максимально локальная, там, я не знаю, какой-нибудь Да. костюм эльфа, блядь, зачем он мне? Мгм. А я обожаю, у меня все есть костюмы эльфа на свете. Я ж фанатка «Властелина колец». Люблю эльфов, пипец просто. Но у тебя хотя бы скринчики с ними выходят, а у меня вообще ничего с этим не делала, у меня просто они А лежат, вот блядь. я решила, что, ну, это невозможно. Зачем они лежат? Да, Вот, использовать, поэтому тоже я надо хотя бы, использовать, да, да. буду с ними скринить. Ну, у меня еще какие-то, короче, всякие, знаешь, типа порезы, шрамы, там всякие эти зайчья губа, косоглазие, короче, всякие такие какие-то особенности скачанные в огромных количествах, всякие разновидности. Вот, при том, что я редко очень... Я вообще в целом персонажей-то не часто создаю, и я редко это использую, но каждый раз, когда я чищу папку mods, я такая, ну, это мы используем, это мы оставляем. Еще у меня Когда-нибудь такое бывает, использую. что контент очень хороший. Очень Да, хорошего качества. Вот да, сделан, да. ну, просто шикарно. Ты видишь, что ну, человек вложил туда, ну, силы немерено. И ты думаешь, ну, когда-нибудь точно. Да, Ну, жалко да, да, удалить. да, Ну, да. очень красиво. Это как антикварная мебель, не знаю. Вот этот труд колоссальный. У меня есть скинтон. Я не использую альфа-скинтоны. Типа, я больше вот по Maxis Match или что-то между, знаешь. Вот. Но у меня есть скинтон альфа. По-моему, я не помню, чей он, кстати. Да я знаю, чей он. Чей? Да. Ну, я про реалистичные скинтоны. Ну да, Да? да, Я да, же да, правильно да, поняла? да, Ну да. вот, я думаю, все знают этого автора. Да. Но у меня лежат, я их еще ни разу не использовала. Я каждый раз думаю, что я не могу их удалить. Они так хорошо сделаны, они
Но они Да. прекрасные. Такие реалистичные, но они как фото, да? Да, я думаю, нет, я их оставлю. Пусть лежат, Я я их была когда-нибудь очень долго использую. подписана на нее. Я на Патреоне на нее была года 2 подписана. Только недавно отписалась, потому что поняла, что ну вот совсем. Ну, да. Типа, но я все У равно... нее никнейм на Т, да? Да, блядь, как она? Да. Я вот не Ну могу мы все вспомнить. поняли, это не что-то плохое. Просто никто не помнит ник, видимо. А ты помнишь Да, у ник? нее... Ну, я Там помню что-то... сокращение ТИТ. ТИТ — это сокращение. Что-то там... А так, this... Да. Блин, я вот что-то не могу вспомнить. Ну ладно, хер с ним, все равно там не найду, там надо покопаться, чтобы найти. У нее или у него... Опять я охрипла. Хороший очень контент. Да, очень качественный. Просто Это очень часто делают реалистичные скины, знаешь, под одно лицо, и поэтому они смотрятся плохо, если они на рандомных симах, потому что они растягиваются, текстура едет. Вот. Да. Ну, у нее более-менее... Или у него. Я Как удобно в английском языке без Да. рода. Ну, блин, мне вот они лежат, я когда-нибудь их использую. Я их, знаешь, зачем скачала? Чтобы как-нибудь вот в стиле перформанса поскринить персонажей и там, я не знаю, какую-нибудь альфа-прическу скачать, хотя я их тоже, опять же, не использую. Вот. Но что-то у меня руки так и не дошли. Надо будет поделать. Ой, так, а с геймплейными модами, блин, а у меня, наверное, самый любимый — это Дивергенты. Ты играла с этим модом? Это, короче, мод, он добавляет всякие психологические заболевания, всякие, да, типа там, и, ну, ты короче, вот твой сим, он родился, вот, и ты можешь отправить его на консультацию, вот, там он проходит консультацию у врача, врач определяет там, что у него. Вот. Либо ты можешь не отправлять, и мудлеты сами по себе появляются, и потом тебе предлагают сходить на консультацию. Вот, ты можешь проходить психотерапию, можешь проходить групповые терапии, там типа таблетки пьешь и так далее. Вот, но это добавляет некой реалистичности в игру. Но мне не очень нравится, как этот мод работает в том плане, что, знаешь, он добавляет, ну вот чуть ли не каждому заболевания какие-то. То есть там все ходят с ПРЛ, с ДВГ, там, с тревожным, с депрессивным и так Ну, далее. на самом деле, как в жизни. Ну, как будто бы да, ну, типа, знаешь, а если ты его выключаешь на симе, то сим у тебя вообще максимально нейтральный чел, вот у него все хорошо. Мне вот это тоже не нравится. Почему нельзя добавить, знаешь, понемножку, чтобы вкидывалось иногда? Это как раз, мне кажется, про тот реализм, про который мы с тобой говорили в начале. Да. Мне вот в этих модах не нравится, и я поэтому их в основном не качаю, только одно. То, что, да, вот эти моментики добавляются геймплейные, но они все равно либо как кроличья нора, либо они с базовыми анимациями. Потому что их заменить очень трудно. Да. Ну, именно. Там очень хитро выебанная схема. Как заменять анимации в мудлетах, это... Кастомные, я уже даже не говорю. А есть же вот эти моды, которые заменяют, да, но это вообще пиздец, мне кажется, это так... Я копалась в этом моде. Там именно вот выход, чтобы заменить одно на другое. Не чтобы добавить свое, а одно на то, что уже есть в игре. Вот. Только так. Ну... Так, ну давай тогда заканчивать. Во-первых, ссылки на Obscurus будут в описании, все будет на Pinterest, на Instagram добавить? Да, конечно. На Instagram, на Tumblr, на Patreon, короче, на все будет ссылочки. Если я еще Бусти заведу к этому времени. Ой, все, вообще на все ссылки добавлю. Пишите в комментариях, какой бы вопрос вы задали бы Obscurus, как вам подкаст вообще, как вообще чё кого. Короче, будет интересно прочитать ваше мнение, потому что комментарии продвигают видео. Давайте продвинем это видео, пожалуйста. Вот.
Сраться можно в комментариях? Да, можно, все разрешаю. Так, Она все. сказала, можно. Сритесь, ребята. Вот, так, все, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что записали с тобой этот вымученный симкаст. Блять, долго мы его записывали, конечно. Да, это было очень долго. Да, ну бывает. Спасибо, что позвала. Ни за что, ни за что. Я была рада с тобой поболтать. Да, я тоже. Ну, тогда все, получается, заканчиваем все подкаст. Всем пока, всех любим, всех целуем. Муа. До встречи в следующем видео.